Чтобы отвлечься от неприятных мыслей и симптомов физического заболевания, с искренним удовольствием делюсь с вами моим скромным творчеством в надежде на вашу признательность. Вне зависимости от страны и континента, всем хлебнувшим дальнобой посвящается. После долгих утомительных 15 лет работы машинным оператором на юге штата Теннесси, неустанно клепая инструменты для дантистов и будучи законопослушным налогоплательщиком и гражданином, ведя спокойную, размеренную жизнь семьянина, в какой-то момент после очередной бутылки опрокинутого пива в теплой по-домашнему уютной комнате, после просмотра передачи о романтике американского дальнобоя, я принял судьбоносное для себя решение и вступил в доблестные ряды бравых водителей дальнего плавания. Стал кувыркаться на дорогах США и Канады. О своих приключениях и рассказах уважаемых коллег я и хотел бы с вами здесь поделиться. Привидение. Будучи вторые сутки в пути, пришлось мне как-то ночью ехать по нескончаемым просторам Аризоны с доставкой в Сан-Диего. Времени на доставку было в обрез, поэтому о сне я запретил себе даже и думать. Подтягивая уже наполовину остывший черный с противным горьким привкусом колумбийский кофе с предыдущей автозаправки, я компенсировал этот ужасный горький вкус моим добрым другом Сникерсом в прикуску, упаковка которого всегда была где-то рядом под рукой. По моему мнению гурмана-любителя, это почти идеальное сочетание напоминает где-то капучино из хорошего кофе-шопа и порой неплохо справляется в тяжелой борьбе со сном. Ночь стояла на удивление красивая. Многочисленные звезды, ярко словно рассыпанные алмазы, но с каким-то легким голубым оттенком освещали небосвод. Справа и слева умиротворенно проносилась аризонская пустыня с кактусообразной растительностью и нескончаемым песком, с каменными глыбами, напоминающие гигантских чудовищ из какого-то фантастического фильма ужасов. Иногда можно было увидеть каких-то диких животных, по-видимому кабанов, которые небольшими стаями промышляли чем-то на обочине с риском для себя и редко проезжающих автомобилей и их владельцев. Коварная липкая мысль о том, что здесь можно поломаться и придется остановиться по соседству с этими тварями на неопределенное время, невольно бросает в неприятную холодную дрожь даже самого испытанного дальнобоя. А представление об убытках, связанные с финансовыми расходами, и осознание риска собственному здоровью может довести и до раннего инфаркта. Поэтому, как правило, опытный дальнобойщик старается об этом не думать и с яростью отгонять эти коварные угнетающие мысли. Двигатель моей старенькой GMC работал спокойно, но с небольшим надрывом в связи с тяжелым грузом, но недавно замененная новенькая трансмиссия переключалась без неприятных рывков, а это благосклонно влияет на расшатанную нервную систему. Дорога уходила куда-то за ночной горизонт, сливаясь со звездами, и казалось, что никогда не закончится. Глядя вдаль усталыми глазами и находясь в каком-то полудреме, я вдруг заметил вдали с пассажирской стороны на обочине какой-то белый силуэт, который привлек мое внимание своим необычным видом. Полудремное состояние в момент слетело с меня. Я сбросил скорость примерно наполовину и стал двигаться в районе 30 майлов в час. Силуэт приближался, но, как мне показалось, как-то неестественно медленно по отношению со скоростью, с которой я ехал. Я прибавил газа и стал двигаться 50-55 майлов в час, но необычная белая фигура по-прежнему приближалась неумолимо медленно. Я стал быстро вертеть головой то вправо, то влево, пытаясь визуально сравнить скорость с проносившимся ландшафтом. И когда в очередной раз я посмотрел на этот загадочный белый объект, то меня бросило в пот, так как он по-прежнему находился на том же месте, практически не приближаясь. Я взглянул на панельные с электронным циферблатом часы. Время показывало
2 часа 22 минуты ночи. Я снова посмотрел на силуэт. Он был по-прежнему вдалеке, на расстоянии минимум 1 мили. Я тут же повернул голову вправо, чтобы в очередной раз сравнить мою скорость, и обомлел. Этот злополучный белый силуэт был в 5 фитах от моей пассажирской двери и проносился словно в немом замедленном кино. Внешний вид этой фигуры напоминал человека в белом куклуксклановском одеянии, который пристально смотрел на меня через вырезанные глазницы в балахоне. Мне даже показалось, что он мне подмигнул и махнул головой, словно намереваясь что-то сказать. Через некоторое время, а я затрудняюсь сказать какое, так как по моему ощущению оно словно остановилось, фигура пропала из моего поля зрения так же мгновенно, как и появилась в моем пассажирском окне. Я быстро взглянул в правое зеркало, но загадочной белой фигуры в нем не обнаружил. Приборные часы по-прежнему показывали 2 часа 22 минуты ночи. Мой мозг лихорадочно пытался найти пережитому какое-то логическое объяснение, но не находил. Подумал еще немного, я списал все это на усталость и недосыпание, и снова вернулся к моему колумбийскому, уже совсем холодному кофе и безумно вкусному сникерсу. Спасибо, друзья. Поддержите лайками и подпиской. Всего вам наилучшего.